Привет, Cover Project! Меня зовут Сергей Колчин. Я архитектор, основатель архитектурного бюро Le Atelier, и сегодня я расскажу вам про наш новый проект «Дом в поселке Березки». Дом построен по принципу скульптуры. Дело в том, что здесь все пространство, которое есть, оно выстроено не как набор какого-то декора, это просто перетекающие поверхности, сложные формы. И когда ты попадаешь внутрь, у тебя есть ощущение, что ты находишься внутри скульптуры. В этом, в общем, и была основная идея этого проекта. Дом изначально попал к нам на стадии, когда внутри был голый бетон, снаружи была сделана отделка, уже готовый поселок. Та планировка, которая была изначально, она была совершенно неудобная, не подходила совершенно нашим клиентам. Более того, она очень странно использовала те преимущества, которые были в этом проекте, как бы сдвигала на второй план и превращала те преимущества, которые в нем были, в какие-то малозначимые довольно вещи. Основным преимуществом этого дома было то, что в центре была большая двухцветная пустота, которая, по мнению застройщика, должна была быть заполнена гостиной. Мы решили, что это неправильно, и в центре этой большой-большой важной пустоты сделали невероятной красоты лестницу, разделив дом на левое крыло, в правое крыло. В левом крыле мы сделали кухню, в правом крыле мы сделали гостиную, а в центре просто расположили транзитную зону и камин, который просматривается с двух сторон, со стороны гостиной и со стороны вот этого огромного невероятной красоты холла. Дом изначально носил название «Кристалл». Кристаллом он назывался, потому что в нем не было практически ни одного прямого угла, он был сложной формы. Для того, чтобы в этом пространстве можно было жить, мы сделали плавным. Для того, чтобы нейтрализовать диктатуру кристалла, которая изначально как будто бы в этом проекте была. Общая площадь дома около 600 квадратных метров. Мы полностью поменяли изначальное предложение застройщика и в итоге пришли к такой планировочной схеме. Когда мы заходим в дом, мы сразу же видим пространство центрального холла. Пройдя прямо, мы попадаем в кухню и, пройдя через центральный холл с лестницей, мы попадаем в гостиную. Соответственно, вот это пространство, оно является связующим для всех этажей. Если мы идем по лестнице вниз, мы попадаем в пространство подвала, где у нас находится игровая, спортзал и большая-большая кладовая. А пройдя по винтовой лестнице наверх, мы попадаем в приватное пространство спален, где с одной стороны у нас располагается мастер-спальня с двумя санузлами и гардеробной, в одной из которых мы сделали арочную мягкую стену, в другой мы сделали такую волнистую стену, как и в детских комнатах, которая у нас располагается в противоположном крыле. У нас есть две детские и санузел. Вся архитектура построена, по сути, на сочетании плавных линий и каких-то контрастных им жестких достаточно решений. Это проявляется в абресе стен, это проявляется в абресе потолков, это проявляется в самых разных решениях. И самым важным элементом вот этого плавного является, конечно же, лестница, которая является центром этого дома. В этой лестнице есть некоторая конструктивная хитрость. Дело в том, что мы хотели сделать балкон. Это было важно сделать для того, чтобы человек, который поднимается, он как бы замедлялся на месте этого балкона, осматривал вид в окно и поднимался далее по лестнице. По сути, обычно винтовые лестницы, они устроены как некая центрально давящая поверхность. Они воспринимают нагрузку сверху вниз. Эта лестница за счет того, что у нее есть большой-большой тяжелый балкон, она работает совершенно иначе. И от нас и от наших инженеров потребовалось довольно много смекалки для того, чтобы это все реализовать. Нам пришлось сделать большие-большие несущие бетонные перила, которые все это несут. И по сути мы сменили довольно много подрядчиков, прежде чем нашли тех, которые были готовы это сделать. Вообще, эту лестницу многие говорили, что в принципе невозможно сделать, и долгое время под, собственно, вот этим центральным балконом стояла опора, которую, как утверждали скептики, если убрать, ничего не получится, лестница упадет. Однако нет, убрали, и все стоит прекрасно. Как будто бы во многих современных гостиных место очага стал занимать телевизор. Ему отведена какая-то невероятно важная функция.
А здесь нам хотелось сделать так, чтобы очаг занял свое абсолютное место, которое оно и было определяющим всегда в доме. И телевизор здесь отведен какой-то пятый план, он просто стоит как объект где-то в углу, и его можно смотреть, можно не смотреть. А самым важным в этом доме, по сути, является тот самый очаг. Поэтому, собственно, он такой большой, потому что в этом есть ощущение вот этого архаического дома, ощущение объединяющего. И поэтому он обращен во все стороны, он отовсюду виден. И это, собственно, является центром дома, как и всегда, в общем, в архаике, в архаическом мировоззрении было. Важно было сделать камин асимметричным, потому что он на самом деле находится не совсем в центре. Нужно было что-то противопоставить ему, и поэтому от вот этой вот изначальной, как будто бы симметричной формы с аркой, мы видим дровник, который уходит в сторону, и вот там вот сбоку есть дрова. Еще интересно про то, что над этим камином находится такая арка со сбитым блоком. Там вообще должен был быть каменный слэб. Но в процессе, когда мы готовили поверхность для этого каменного слэба, рабочие сбили блок, и мы увидели супер красивую поверхность, решили так ее оставить, предложили клиентам, они сразу согласились. В центре гостиной находится диван. Особенность его в том, что ты можешь смотреть в разные стороны, потому что в гостиной есть несколько точек притяжения. Первая – это камин, на который ты смотришь, вторая – это телевизор, и третья – это рояль, в котором, собственно, играет заказчица. И этот диван дает возможность смотреть во все три стороны. Вот. Гостиная обрамлена стеной из реек треугольных. Дело в том, что нам нужно было создать некий задник, разворачивающийся здесь сценографии, и у нас было не так много вариантов, которыми мы могли отделать стену. Хотелось чего-то совсем контрастного, ну и, в общем, совсем контрастное, а одновременно еще какое-то ощущение мягкости. Поэтому мы выбрали дерево. А далее, когда мы выбрали дерево, у нас было не так много вариантов, как действовать, учитывая, что стена плавная, мягкая. Потому что если мы будем делать шпон, то мы замучаемся его гнуть, а если мы будем делать обычную рейку прямоугольную, то мы замучаемся ее соединять, и будут некрасивые стыки. Поэтому, собственно говоря, мы использовали треугольную рейку, которая спускается по центру и закрывает таким образом всю эту поверхность. Помимо гостиной в холл ходят пространство столовой и кухни. Изначально по проекту застройщика в том месте, где сейчас расположена кухня, должен был находиться гараж. И вот в это окно должна была въезжать машина. Вот, мы все это перепланировали и сделали там большую-большую, очень удобную и практически профессиональную кухню. Профессиональным ее делает достаточно обильное оснащение, там много всяких разных приборов, и мы хотели намекнуть на то, что это все-таки более профессиональная, чем домашняя вещь, нержавейкой, которая использована в фартуке, которая использована на столешнице основной кухонной зоны. В центре кухни находится длинный 5-метровый остров. Он такой длинный, потому что в нем много достаточно, опять же, оборудования, ну и кроме того, это просто супер удобно по эргономике. Кухня оснащена большим количеством техники, потому что заказчик очень любит готовить и умеет это делать очень здорово. Он большой любитель вина, и поэтому здесь есть в кухне специальное отверстие, куда можно положить бутылки вина для сервировки на стол, потому что основной винный погреб располагается в подвале. Мое самое любимое место в доме – это столовая, потому что когда сидишь за столом, открывается самый красивый вид в гостиную. На втором этаже расположена спальня, поэтому мы весь второй этаж покрыли ковролином, который спускается по лестнице до первого этажа. А на первом этаже у нас микроцемент. Микроцемент сделан на первом этаже, как и ковролин на втором, потому что это материалы, которые имеют бесшовную укладку. Ты имеешь только стыки со стенами и больше ничего. У тебя нет нигде никаких направлений, линий и так далее, которые тебе нужно стыковать друг с другом. Это было сделано потому, что у дома изначально сложная форма, как я говорил, это кристалл. Вот, и при другом материале мы неизбежно сталкивались бы с тем, что мы под какими-то странными углами подрезали бы какие-то странные материалы, и это было бы маловероятно красиво. И помимо того, что он давал это ощущение бесшовности, он дает ощущение непрерывности, объединяясь вместе со стенами в некую единую форму. Это было важно для того, чтобы создать фон для акцентов. Лестницы, стены из реек, камина и так далее.
В спальне мы сделали 4-метровый сводчатый потолок, который появился там изначально потому, что в этом месте по проекту застройщика потолок был изначально высокий, и мы не хотели его подшивать, и сделали там такой очень интересный свод с подсветкой. Стены выкрасили в градиент от светлого пола к темному потолку. Получился такой суперинтересный эффект. Нам хотелось оставить какие-то элементы из той планировки, которую мы отменили своим преобразованием. И окно в спальне — это напоминает о том месте, где когда-то было окно. Оно вообще с точки зрения планировки там нам не очень нужно. Но мы сделали его в этом месте странной формы, со ставинками, овальное. Оно напоминает о том, что здесь когда-то было. В оформлении детских нам хотелось использовать сочетание элементов игры и науки, поэтому в санузле у нас появляются линии, которые как бы отсылают то ли к физическим, то ли математическим формулам, а на стене одной из детских мы использовали такие графемы, которые делал писатель Роберт Стерн для пояснения своих сложных и непонятных текстов. Вообще этот дом получился набором таких очень неожиданных, сложных и классных пространственных переживаний, которые ты испытываешь, попадая в пространство самых разных форм, вытянутых, с окном в конце, каких-то сводчатых сложных потолков, маленьких окошек, пространством со скульптурными формами и так далее. И все это как бы делает контакт с архитектурой особенно плотным, и это, как мне кажется, очень насыщает и наполняет жизнь человека, который здесь находится.